Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу, как оптимизировать 5-й BlueStacks. Смотрите видос внимательно и до конца, в нем много полезной инфы. Если вы что-то не поняли, еще раз пересмотрите видео. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. А также не забывайте делиться этим роликом с вашими кентами. Приятного просмотра! Первое, что мы делаем, заходим в BIOS и включаем аппаратную виртуализацию. Для обладателей AMD это называется SVM Mode. У Intel, если я не ошибаюсь, Intel технология виртуализации. Далее нажимаем F10 либо крестик и сохраняем настройки. Теперь качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть папка оптимизация и два текстовых документа. Команда и создание точки восстановления. Сначала откроем команда, копируем данную команду, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, Ctrl+V и Enter. Закрываем и закрываем. Нажимаем PKM на BlueStacks, расположение файла и находим приложение HD Player. Нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, изменить параметры высокого DPI, ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Закрываем папку, нажимаем поиск, пишем настройки, графики, нажимаем обзор, переходим на диск C, Program Files, BlueStacks. Здесь находим приложение HD Player. Нажимаем добавить параметры и ставим галочку на высокая производительность. Нажимаем сохранить. Теперь открываем сам BlueStacks. В правом нижнем углу нажимаем настройки. Первая вкладка производительность. Здесь количество ядер ставим максимальное его значение. Допустим, если у вас 4 ядра, ставите 4. Если же будет тормозить, фризить и так далее, тогда выбираем другое и ставим, допустим, 3. Если же у вас, допустим, 6 ядер, ставите сначала 6. То же самое, если лагает, фризит, то делайте на одно ядро меньше, то есть 5. Плюс обязательно включаем аппаратную виртуализацию. Я ее сейчас отключил, потому что я тестировал, как она работает с виртуализацией и как работает без нее. Без виртуализации BlueStacks работает очень медленно, как загрузка самого приложения, так и загрузка игр. То есть пользоваться невозможно. Поэтому обязательно включаем аппаратную виртуализацию. Количество ОЗУ ставим высокое. Частота кадров. Ставите галочку на активировать высокую частоту кадров. Если же вы эту галочку не поставите, допустим, в моем случае, тот же самый PUBG Mobile, идет стабильные 60 FPS, но проблема в другом. Очень высокая задержка. Это в моем случае. Когда я поставил галочку на активировать высокую частоту кадров, при том, что я оставил 60 FPS, но игра стала идти гораздо плавнее. Я же советую ставить максимально 90, это если вы играете в PUBG Mobile. Если же другие игрушки, то можете ставить уже на Full, как это в принципе делаю я. Нажимаете сохранить. Переходим на экран. Здесь выбираем ландшафтный режим. Ставите разрешение по соотношению к вашему монитору. В моем случае это 2К. Если у вас ПК очень слабый, тогда можете попробовать поставить 1280 на 720. Плотность пикселей я оставляю на 240 DPI. Переходим на графика. Движок выбираем производительность, OpenGL, рендеринг интерфейса я оставляю на авто. Текстуры я отключаю. Если поставить аппаратное декодирование, то начинается задержка. Если же выбрать декодирование ПО, у вас будет немножко больше нагружаться процессор, но задержка будет минимальной. Поэтому смотрите сами, кому что важнее. И нажимаем сохранить. Все остальные настройки тут уже по вашему желанию. Закрываем BlueStacks, открываем папку оптимизация. Здесь у нас есть 4 папки. Сначала откроем настройка видеокарты. Здесь я для вас подготовил 3 папки для каждой видеокарты. Если видеокарта у вас от AMD, то открывайте папку AMD Radeon. Если Nvidia, то Nvidia GeForce. Если же у вас нет видеокарты, а чисто встроенная в процессор, то открываете папку Intel. Единственное, что для обладателей видеокарты от Nvidia открываете папочку. Здесь затемнение фонового освещения мы выключаем и фильтрация текстур качества мы выбираем максимальная производительность. Открываем папку твики реестра. Здесь у нас находится 5 файлов реестра. Перед тем как их активировать, делаем бэкап вашей системы, либо же делаем бэкап файлов реестра. Как это можно сделать? Я для вас оставил здесь 2 текстовых документа, при желании можете прочитать. Если же лень, то нажимаем поиск, пишем regedit
то есть редактор реестра. Нажимаем «Да», «Файл», «Экспорт». Выбираете любую папку и пишем любое имя. Нажимаем «Сохранить». Для того, чтобы вернуть файлы реестра в дефолтное состояние, нажимаем «Файл», «Импорт» и выбираем наш сохраненный файл. «Открыть». Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Многим, кстати, бустит неплохо FPS. Нажимаете PKM слияние, DVR2 PKM и слияние. Если вдруг у вас нет слияния, нажимаете 2 раза LKM, либо через Enter. Да-да и ОК. Отзывчивость системы. PKM слияние, сетевой тротлинг, PKM слияние и системный приоритет, тоже PKM и слияние. Возвращаемся назад, открываем папку ISLC, нажимаете PKM, открыть, троеточие. Снова же выбираете любую папку, нажимаем создать, ОК, экстракт. Открываем нашу папку ISLC, PKM, открыть. Да. Если у вас 16 гигабайт оперативной памяти, пишем здесь 8000. Если 8 гиг, пишите 4000 и так далее. То есть делаем значение в 2 раза меньше от вашей оперативной памяти. Таймер Resolution пишем 0.50, RAID MS 500. Нажимаете старт, запускаете BlueStacks, играете. После того, как вы поиграли, вышли, нажимаете стоп. Это делаем перед каждым входом в BlueStacks. Открываем папку Quick CPU, нажимаете PKM, установить, Next, ставим галочку, Next, Next и Install. Убираем галочку и нажимаем Finish. Закрываем папку. Кстати, да, пока не забыл. Как запускаете BlueStacks, нажимаете PKM на нижней панели, диспетчер задач, находите BlueStacks, нажимаете PKM, подробно, и здесь у вас высвечивается hdplayer.exe. Нажимаете PKM, задать приоритет и ставите высокий. Если же игра начала тормозить, фризить, вылетать и так далее, то ставите выше среднего, либо же обычный. Теперь нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставите галочку на максимальная производительность. Открываем Quick CPU. Да, здесь нас интересует System Power Plan. Выбираем максимальная производительность. Ставим все на 100%, нажимаем Apply и закрываем Quick CPU. Открываем мой компьютер, свойства системы, сведения о системе, доп. Параметры системы, вкладка быстродействие, параметры, ставим галочку на обеспечить наилучшее быстродействие и ставим галочку на сглаживание неровности экранных шрифтов. Нажимаем применить и ОК. Снова открываем мой компьютер, локальный диск C, пользователи, ваше имя пользователя. Если у вас нет данной папки, нажимаете вид и ставите галочку на скрытые элементы. Local. Опускаемся в самый низ и находим папку Temp. Выделяем все файлы, нажимаем PKM, удалить, отмена, закрываем папку и очищаем вашу корзину. Следующие настройки касаются тех, кто играет с друзьями в Дискорде. Кстати, вот мой сервер Дискорда. Если будут вопросы либо желание поиграть, подключайтесь. Ссылка находится в описании. Нажимаем настройки пользователя, расширенные и убираем галочку с аппаратное ускорение. Нажимаем ОК. Теперь нажимаем PKM на пуск, параметры, игры. В Xbox Game Bar мы убираем галочку и все это отключаем. В клипах мы тоже убираем все эти галочки и все отключаем. Игровой режим оставляем включенным. Нажимаем главное, конфиденциальность. Опускаемся немножко вниз, находим камера. Если у вас есть вебка, тогда оставляем включенным. Если же нет, тогда отключаем. Микрофон скорее всего есть, поэтому оставляем включенным. Голосовая активация, уведомления, сведения учетной записи, контакты, календарь, телефонные звонки, журнал вызовов, электронная почта, задачи, обмен сообщениями и радио можете спокойно отключать. Переходим на фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Отключаем все фоновые приложения, либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем, такие как Cortana, Microsoft Store, Xbox Game Bar, будильники, часы, ваш телефон и так далее. Все это можете спокойно отключать. Ну и последнее, что необходимо сделать, это обновить драйвера вашей видеокарты. Если видеокарта у вас от AMD, нажимаете PKM на рабочем столе, настройки, Radeon, переходите на вкладку обновления, качаете последние драйвера, выбираете экспресс установка и перезагружаете ваш ПК. Если видеокарта от Nvidia, открываем GeForce Experience, драйверы, проверить наличие обновлений. Если есть новые драйвера, вы тоже их качаете, выбираете экспресс установка и перезагружаете ваш ПК. Если же нет доступных драйверов, мы просто нажимаем закрыть, открываем BlueStacks, залетаем в игру и наслаждаемся высоким FPS.